Качество на рамке. Всем привет, с вами Лидия Рябинина из ткацкой мастерской «Рябиновое варенье». И сегодня я буду показывать вам простейшее качество на вот такой рамочке. Как понятно из названия простейшее, это несложно, освоить могут дети или взрослые, которые ни разу не пробовали ткать. Соткать на такой рамочке можно какие-то вот такие однотонные квадратики или многоцветные, разноцветные. Применять это все можно. Если брать детей, то можно, например, украшать какие-то детские кукольные домики, делать коврики, покрывала, шить одежду для кукол. Если сделать несколько квадратиков, их можно соединить и сшить из них, в принципе, что угодно. Тут уже как вас фантазия ограничит. Я вот хочу сделать себе плед, покрывало на кровать. Можно шить какую-то одежду для интерьера, например, наволочки на подушке. И, в общем, все, что придумаете, все можно соткать из таких квадратиков. На моей рамочке получаются квадратики 11 на 11 сантиметров. Вот такие вот малыши. Инструменты. Что нам понадобится? Нам понадобится, собственно, рамка для ткачества, челночок, вот такая или другая какая-нибудь еще спица, приспособа. Расскажу подробнее обо всем. Нам понадобятся нитки, я возьму сегодня 2 цвета, и, естественно, ножницы, самые обычные. Вот этот набор я напечатала сама на 3D принтере, и такие наборчики можно покупать у меня в мастерской, но, естественно, вы можете сделать все сами. Рамку можно вырезать из картона, моя первая рамка была именно такой, то есть даже не обязательно вырезать на ней вот такие вот зубчики, вы просто берете квадратик и нарезаете на нем засечки, и, собственно, в них будете уже закреплять нитки. Челнок можно вырезать из того же картона, можно сложить лист бумаги и наматывать на него нитки. Кстати, можно вырезать не только из картона, картон все-таки довольно такой недолговечный, очень быстро обрямкивается. Его нужно укреплять, например, скотчем, как это делала я. Можно взять доску для лепки из пластилина и вырезать все это из нее. Для чего нужна вот эта приспособа, я расскажу в процессе, но она выглядит вот так. То есть здесь у меня такой вот изогнутый конец и ушко. Изначально я пользовалась обычным крючком для вязания. То есть я попробовала разные, мне больше всего понравился вот такой с изогнутым тоже ушком. Но лучше, чтобы был побольше сам вот этот вот крючок, куда цепляется нитка. То есть можно взять обычный вязальный крючок, тут это все не важно. Еще в магазинах продаются вот такие вот штопольные иглы, можно использовать их. Они, правда, короткие, поэтому не такие удобные будут. И еще у меня была вот такая вот приспособа. Это такой вот крючочек, здесь тоже изогнутый конец, и вот здесь вырезан крючок, он сделан из металлической струны от сломанной сушилки для белья. В общем-то, тут, если руки из нужного места, все это вы можете сделать сами. Но я буду работать вот с тем, что я напечатала на 3D принтере. Итак, приступим к работе. Для начала намотаем нити основы. Я возьму в качестве основы вот такую вот ниточку и делаю следующим образом. Я буду закреплять ее вот так. Можно, в принципе, сделать вот здесь узелочек, закрепить его вот здесь, то есть натянуть, и он сам вот здесь в этой вот прорези закрепится. Но поскольку я не люблю лишние узелки, я сделаю по-другому. То есть я оставляю вот здесь небольшой кончик, обматываю вот этот вот треугольный уголок, обматываю крайний. И вот таким образом пошла основать. И в конце точно так же я обвожу вокруг вот этого маленького треугольничка, завожу сюда. Здесь делаю небольшой кончик и его обрезаю. Теперь нам нужно эти кончики куда-то спрятать.
Так, вот у нас вот эта ниточка обведена вот здесь. Мы берем вот эту нашу приспособу, либо штопольную иглу, либо крючок для вязания, и протыкаем вот здесь в обратном направлении идущую нитку. Проткнули между волокон. Здесь вот вставили ушко. Проверили, что у нас вот здесь обхвачена вот эта вот иголочка, штырек. И провели. Все, вот теперь у нас нитка объединена вот с этой нитью основы. И делаем так 2-3 раза, пока у нас не закончится нить и пока она не спрячется аккуратным образом. То есть смотрим, что вот здесь у нас образовалась петелька, чтобы в отдельно у нас как бы все это проткнулось. Вот. Повторяем. Вот я сделаю 2 раза. В общем-то, она здесь ниточка уже немножко закрепила. То есть я вот здесь дергаю, но она все равно расходится. Но не страшно при первых проходках ткачества. Оно закрепится. И делаем то же самое со второй стороны. Вот, то есть мы как бы обмотали вот этой вот коротенькой ниточкой, обмотали встречную нитку, и они здесь будут работать как одно целое. Вот, следующая часть подготовки к качеству – это намотка уточной нити. Сколько нам нужно ее намотать? Если мы хотим сделать, чтобы у нас примерно плотность была одинаковая в этом направлении и в этом, то нам нужно взять столько же нитей, сколько здесь. Здесь у меня 34 нити. Я обычно наматываю где-то 36, чтобы был небольшой запас на всякие там вплетения в начале и в конце. Так, наматываем 36 нитей. 2, 3, 4. Отрезаем, убираем. В принципе, если мы возьмем другое количество нитей, не страшно, мы всегда можем добавить еще, ну, либо обрезать лишнее. И теперь наматываем их на челнок. Если мы хотим сделать плотность побольше вот в этом поперечном направлении, соответственно, мы возьмем больше нитей, чем в основном продольном. Так, основа готова, челнок готов, можно приступать к ткачеству. Суть ткачества будет заключаться в том, что мы будем по очереди поднимать то одни нити, то другие. Можно это делать 2 способами. Например, очень удобно делать это вот этой иголочкой, вот такой. Собственно, для этого у нас вот такой изогнутый кончик, то есть мы через одну нитку пробираем одну вверх, одну вниз, одну вверх, одну вниз. Вот так вот мы подняли ниточки, и в этот вот образовавшийся у нас зев мы проводим наш челночок. Провели. Здесь мы оставим в начале небольшой кончик. И дальше делаем то же самое. Можно делать это не вот этим, не крючком, а просто челноком, точно так же. Мы поднимаем половину нити вверх, половину опускаем вниз, но уже другие. То есть те, которые были внизу, теперь у нас вверху, те, которые вверху, соответственно, внизу. Вот так я подбила челночком первую полоску, и я буду проводить вот эту вторую. То есть не обязательно сразу прибивать ее сюда. Здесь мы смотрим, чтобы не затягивать вот так вот сильно, чтобы не сбивать вот это натяжение. То есть мы ниточку у ткани не затягиваем слишком сильно. Сейчас мы будем убирать вот эту вот нитку. Я сделаю это с помощью вот этого нашего крючочка. То есть я буду снова пробирать нити.
не на всю длину, а только вот примерно на длину вот этой нитки. Я так пропустила. Сейчас я завожу вот эту вот нить утка в ушко нашей иголочки. И завожу вот в этот вот новый зев. И теперь я делаю то же самое, но вот этим вот нашим челночком. Но уже пробираю полностью зев с начала и до конца. Я буду делать плотность нити примерно равную, но вначале я буду подбивать вот здесь посильнее, для того, чтобы, когда я сниму с рамки, у меня вот здесь образуются небольшие петельки, и я просто потом немножечко разровняю вот эти нити, чтобы вначале тоже плетение получилось более равномерным по плотности. И так далее. Собственно, вот в этом будет заключаться у нас весь процесс ткачества. Теперь мы поменяли. В общем-то, легко запомнить, что мы всегда будем начинать с того, что мы заводим вниз. Здесь вниз и здесь вниз, потому что у нас четное количество нитей, соответственно, с любой стороны мы будем начинать чередование снизу. Протянули. Вот здесь вот чуть-чуть левой рукой я придерживаю, чтобы не затянуть уток слишком сильно. Вот эти вот кончики мы будем прятать вот туда вниз, и они не будут видны. Ну, собственно, продолжаем. Так будет выглядеть все ткачество. Только в серединке, то есть сейчас я сделала такую плотную подбивку, дальше я буду делать менее плотную подбивку, чтобы вот здесь получалось расстояние такое примерно равное вот этому расстоянию. И пока я тку, расскажу вам об инструментах. То есть я уже упоминала о том, что вот этот набор для ткачества я напечатала сама на 3D принтере. Я разрабатываю модельки для 3D принтера сама. То есть я их придумываю на основе того, что нужно, как правило, мне самой, либо заказчикам. Тестирую их, и если мне все нравится, то я выпускаю эти вещи в продаже. Также было и с вот этой рамкой. То есть я сама соткала несколько квадратиков, мне все понравилось, и теперь я готова показать их вам. Печатаю я из пластика, в данном случае это ПЛА, полилактит. Он биоразлагаемый, напечатан из кукурузных волокон, насколько я понимаю. Ну, то есть достаточно такой безопасный в плане экологии пластик. Единственное, что он не очень долговечный. Соответственно, вот такие наборчики прослужат, насколько я понимаю, около 2 лет они должны прослужить. Дальше я не знаю, честно говоря. Но как временные такие простенькие инструменты для того, чтобы вообще познакомиться с ткачеством, по-моему, отличный вариант. О том, как приобрести такие наборчики, я напишу под видео все контакты, все ссылочки. Можете посмотреть там. Как видите, сейчас у меня уже идет плотность поменьше. И дальше я буду стараться делать примерно такую же плотность, отслеживать этот момент. В том случае, если у вас где-то закончился вдруг уток, точная нить, вы как-то просчитались или просто хотите ввести, например, другой цвет, можно все это сделать без узелков, таким же образом, как я закрепляла в начале нитку. То есть вы ткете старым утком, докуда его хватит, и потом навстречу с небольшим перехлестом вводите просто новый, и все у вас хорошо и красиво. Уточную нить, смотрите, тоже, я уже говорила, что не надо ее перетягивать, но вот здесь оставлять петли тоже будет не очень красиво, поэтому здесь нужно найти какой-то вот этот оптимальный вариант натяжения. Ну, он, как правило, приходит просто с опытом. Чем больше вы соткете, тем лучше вы начнете чувствовать натяжение нитей.
Иногда, если где-то вы видите, что неровно получилось, где-то неровная вот эта вот плотность расстояния, можно руками, в принципе, вот так подровнять. Можно взять обычную деревянную расческу и ей выравнивать немножечко. Такая достаточно простая техника, позволяющая всякие простые способы устранения неровностей, ошибок. Еще когда я тку, я стараюсь вот этим вот сплошной стороной лотка ткать вверх, ближе к работе, то есть так будет удобнее подбивать и меньше будет зацепляться вот этот вот крючок. Ну, то есть это просто такое удобство дополнительное. Вот я уже начинаю подходить к концу рамки, и поскольку скоро я не смогу уже проводить вот здесь уток, во-первых, я тут увеличу немножечко плотность к концу, так же как в начале, во-вторых, я буду пользоваться своим крючком вот этим, спицей специальной, как раз чтобы спокойно доткать до самого конца рамки. Полностью спицей не очень удобно пользоваться, потому что к ней не очень удобно наматывать так много нитей, то есть каждый раз протягивать огромную длинную нить не очень удобно, поэтому вначале я вот пользуюсь челночком, только в конце использую спицу. Ну все, пожалуй, дальше я буду уже дотягивать спицей. Продеваю в ушко и буду пробирать. То есть раньше я пробирала вот этой вот спицей, потом зацепляла за вот этот крючок и вытягивала, но это все-таки не очень удобно. Из крючка нитка довольно легко вылетает, а вот за ушко она держится очень даже крепко. Вот так вот я ее поворачиваю, где надо у меня вот этот изгиб горизонтально, где надо вертикально. Так получается удобнее. То есть она вот так вот аккуратненько плавает. Вот так вот чуть-чуть подбивать вручную. Она вот так вот плавает и поднимает вниз, вверх, вниз, вверх. Очень удобно получается. То есть вот этот изгиб я рекомендую и на крючках, и где-то искать именно для вот этой вот, для вот такого удобства. В конце уже, когда нырять вот так не получается, я просто делаю такие движения поступательные вперед-назад, чтобы не захватить лишних нитей. И мне осталось один полный раз провести и еще разик неполный, собственно, чтобы закрепить нить. То есть вот здесь в конце, как видите, у меня плотность побольше. Это специально, то есть я, когда сниму с рамки, я вручную сдвину немножечко нити сюда. Здесь мне все-таки нужно некоторое пространство для работы. Вот, это была последняя прокидка. Можно уже сейчас, в принципе, сдвинуть все вручную. Как я уже говорила, деревянной расческой, например, это сделать гораздо удобнее. То есть она сразу в нескольких местах и более равномерно сдвигает нитки, но у меня ее под рукой нет, так что так. И вот этот вот кончик я сейчас заведу куда-нибудь случайным образом, где-то примерно вот так. Здесь даже не важно, насколько я через одну или через сколько-то ниток буду выбирать тут. Главное этот кончик спрятать. Все, вот он где-то здесь закончился. И теперь можно снимать рамки. Здесь важно, чтобы рамка была немножечко эластичной, чтобы она вот так гнулась, при этом не ломалась. То есть я ее вот так изгибаю, аккуратненько, конечно, тоже, чтобы не сломать. И снимаем вот эти вот петелечки аккуратненько. С одной стороны и с другой стороны уже она просто снялась.
Здесь вот немножечко могут торчать вот эти нитки, там их можно завести или обрезать посильнее. И теперь нам нужно, как я говорила, вот здесь вот немножечко выровнять нити, то есть вот к вот этим крайним петелькам немножечко сдвинуть все вот эти ниточки. В принципе, все тканые изделия предполагается обычно стирать, и после стирки вот это вот все немножечко выровняется. То есть сейчас где-то может быть немного неровная плотность, но потом все это будет поровнее. Собственно, вот у нас получился вот очередной квадратик 11 на 11 сантиметров. Еще один кусочек в мой плед. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. По заказу таких вот наборчиков, то есть набор состоит вот из таких 3 предметов. По их заказу пишите мне личные сообщения, все контакты, все данные о том, где можно приобрести все это дело, я оставлю под видео. Спасибо за внимание. С вами была Лидия Вареньевна. До встречи.